Всем привет! Сегодня мы приготовим гигантскую мармеладную бутылку Кока-Колы весом 270 килограмм. Но чтобы все получилось, нужно изучить оригинал. Внутри мы видим большое количество маленьких мармеладных бутылочек Кока-Колы. Для своего размера они очень хорошо проработаны. Также на рынке существуют большие версии мармеладной колы. Но мы сделаем гигантскую съедобную бутылку почти в мой рост. Такое точно не купишь ни в одном магазине мира. Для начала попробуем оригинальную версию, чтобы прочувствовать вкус во всех нюансах. Это очень сбалансированный и насыщенный вкус. Естественно, больше всего ощущается ароматизатор. Конечно же, это аромат Кока-Колы. Логично было бы сделать мармелад прямо из этого напитка, но после многочисленных экспериментов я понял, что кола не подойдет, так как после превращения в мармелад она теряет 90% насыщенности вкуса. Поэтому мы сделаем именно ароматизатор колы. Конечно же, производитель скрывает его состав. Но если как следует внюхаться в Кока-Колу, то вы поймете, что это именно цитрусовый напиток. Поэтому нам понадобится целый ящик с лаймами и лимонами. И отдельный ящик апельсин. Самое интересное, что в этот раз нам не нужна мякоть этих фруктов, так как запаха в ней нет. Весь запах содержится в эфирных маслах внутри кожуры. Именно они вырываются наружу из масляных желез при нажатии. Но перед тем, как начать добывать цедру, нужно хорошенько отмыть поверхность фруктов. Сбрасываем их в раковину. Мы не будем использовать моющие средства, а просто хорошенько потрем в теплой воде. Уже чистые цитрусовые раскладываем по гастроемкостям. Фрукты чистые. Начинаем снимать с них кожуру с помощью овощечистки. Это самый лучший способ снять самый ароматный слой цедры, практически не задевая горькую белую часть. Цедру оставляем, а сам апельсин нам не нужен. Точно так же поступаем и с лимоном. Таким образом мы очистили оставшиеся апельсины и лимоны. Получилась приличная горка цедры, но чтобы эффективнее добывать из нее эфирные масла, ее нужно измельчить. Для этого используем ножевой блендер. Отправляем в него первую порцию цитрусовой кожуры. Накрываем крышкой. И измельчаем. Одной минуты в блендере ей будет достаточно. Получается вот такая средняя фракция. Запах усилился в 10 раз. Пересыпаем измельченную цедру в большую банку. Закладываем следующую порцию кожуры. И измельчаем. Так через блендер пропускаем все цитрусовые корки. Готово, но у нас остались еще лаймы. Они мелкие, и с них будет удобнее добывать цедру с помощью терки. Делаем один соскоб в одном месте, чтобы не зацепить горькую белую часть. Нам нужна только ароматная зеленая цедра. Продолжаем снимать цедру, оставляя лаймы полностью голыми. – 20 минут спустя все готово. Целую гору лаймовой цедры отправляем в банку. Следующее, что поможет нам сделать ароматизатор Кока-Колы, это листья кафир-лайма. Они имеют травянисто-цитрусовый аромат. Добавляем их в банку. Теперь специи. Пожалуй, самая важная специя в составе Кока-Колы – это корица. Добавляем в ступку 4 палочки. Вторая специя – кориандр. Для начала разбиваем корицу на более мелкие сегменты. А затем начинаем их перетирать, что впоследствии максимально эффективно извлечь эфирные масла. Готово! Отправляем в банку. Также важная составляющая аромата Кока-Колы – мускатный орех. Он нам нужен именно в цельном виде. Натираем на самую мелкую терку 3 ореха. Эфирные масла летучие, поэтому мы используем свежемолотые специи. Готово, отправляем в банку. Итак, сейчас в банке находятся все компоненты ароматизатора Кока-Колы, но нам нужно их объединить в один вкус. В этом нам поможет пищевой глицерин. Это идеальный растворитель эфирных масел. Открываем его.
И выливаем всю бутылку в банку. А теперь все это нужно хорошенько перемешать, для того чтобы глицерин полностью покрывал все наши ароматные компоненты и экстракция проходила максимально эффективно. Все, закрываем крышку, чтобы эфирные масла не улетучивались. И в таком виде даем всему этому настояться целых 7 дней. Следующее, что мы сделаем, на этикетке колы именуется как аромат кофеина, но это маркетинговая уловка. На самом деле в колу добавляют чистый кофеин, и он не имеет запаха, а нужен для придания бодрости и терпкого послевкусия. Мы будем извлекать чистый кофеин из молотых зерен гуараны. В них содержится целых 7% кофеина, это в 3 раза больше, чем в кофейных зернах. Поэтому вскрываем упаковку и пересыпаем все содержимое в банку. А вытянуть кофеин из этого порошка нам поможет пищевой спирт. Открываем и заливаем в банку. Хорошенько перемешаем, чтобы весь порошок гуараны намок от спирта. Все, накрываем крышкой. И в таком виде оставляем на сутки. По прошествии 24 часов спирт вытянул из порошка практически весь кофеин и горечь. Чтобы избавиться от горечи, используем активированный уголь. Нам нужно 4 таблетки. Закидываем в банку. И перемешиваем. Даем настояться 2 часа. За это время уголь впитает всю горечь прямо как губка. Все, уголь сделал свое дело, пора фильтровать. Для этого я буду использовать кофейный фильтр. Он удержит даже самые мелкие крупицы порошка. Хоть и фильтрует он очень долго. Все, спустя полчаса получаем кофеиновую вытяжку из гуараны. Осталось избавиться от спирта. Для этого выливаем жидкость в сотейник. И просто выпариваем. По итогу должна получиться густая паста. Снимаем с плиты и выливаем на пергамент. Вот эта паста, это и есть чистый кофеин. Такого количества хватит на огромный объем кока-колы. Она затвердеет и пригодится нам позже. Возвращаемся к ароматизатору кока-колы. С момента приготовления прошло чуть больше суток, поэтому нужно еще раз его перемешать для более эффективной добычи аромата. Мы будем делать это каждый день. Осталось 6 дней. Пока ароматизатор настаивается, мы приготовим форму под заливку мармелада. В качестве образца используем вот эту бутылку. Отправляемся за компьютер для того, чтобы сделать 3D-модель для матрицы. Вот что у нас получилось спустя 4 часа. Точная копия желейной кока-колы, но надпись я заменил на оригинальную. Готовый проект сбрасываем на флешку. Берем ее с собой. И отправляемся в место, где нам точно смогут сделать матрицу, необходимую для изготовления формы. Мы приехали в домашнюю мастерскую нашего знакомого, который точно сможет нам помочь. Так как у него есть нужный для этого фрезерный ЧПУ станок. В качестве материала для матрицы мы выбрали пенополистирол. Он легкий, дешевый и менее пористый, чем пенопласт. Но длины одного листа для матрицы не хватит, нужно добавить второй вот таким образом. Для этого используем клей-пену. Наносим его на все плоскости и соединяем. Чтобы все надежно склеилось, поставим под пресс. И пройдемся пеной по мельчайшим пустотам. Оставляем сохнуть на 1 час. После чего с помощью пилы отрезаем лишние части. Сверху накрываем листом фанеры. И шурупами прикручиваем ее к пенополистиролу. Все, можно переносить заготовку. И устанавливать на фрезеровочный стол, фиксируя с помощью специальных креплений.
ЧПУ-станок управляется с вот этого компьютера, поэтому вставляем в него флешку. Оператор ЧПУ разделил нашу 3D-модель вдоль на 3 части. И первой в дело вступает самая крупная фреза. Она убирает лишнюю высоту, что потом части матрицы сложились словно конструктор. После этого этапа остается очень много стружки, которые убирают огромным пылесосом. Пора заменить фрезу на среднюю. Ее задача вырезать форму бутылки из цельного листа. Все, ненужную рамку можно убирать. И третья смена фрезы в патроне на финишную. Это очень точная фреза с тонким носиком. Она делает всю ювелирную работу, доводя заготовку до миллиметровой точности, строго по параметрам, заданным в компьютере. Но занимает этот процесс очень много времени. На обработку только этой заготовки уйдет 5 часов. Первая, самая простая заготовка сделана. Осталось еще 2 более сложных. ЧПУ фрезе работал без остановок 2 суток. И наконец-то завершающая часть нашей матрицы была вырезана. А значит, все готово к сборке. Равномерно наносим клей-пену на нижний слой. И приклеиваем второй слой. Нужно, чтобы пена разошлась по всей плоскости для равномерного склеивания. Теперь выдавливаем пену сверху на второй слой. И приклеиваем завершающий 3-й слой матрицы. На 1 час заготовку нужно плотно прижать к столу. После высыхания клея получилась красивая бутылка из пенополистирола. Выглядит один в один, как моя 3D модель. Но она еще не идеальна, нужно срезать все вылезшие части пены. Сейчас поверхность матрицы слишком рыхлая, и нам это не подходит. Поэтому нужно убрать крупную ворсу с помощью наждачки. Сдуваем все лишнее. Теперь этап шпаклевки. Нужно закрыть все пустоты на стыках для получения идеальной матрицы. Места шпаклевки еще раз шлифуем. Наносим второй слой. Повторно шлифуем. И покрываем лаком на водной основе, чтобы он не разъел нашу матрицу. Финальная шлифовка. И сдуваем всю пыль. Все, спустя 3 дня матрица готова, возвращаемся в студию. Матрица у нас есть, но из нее еще предстоит сделать форму, в которую можно залить жидкий мармелад. Поэтому укладываем ее на USB-плиту, обмотанную пищевой пленкой. Следующий этап — заливка силикона. Но перед этим нужно позаботиться, чтобы он не прилип к матрице. Для этого я купил специальную жидкость-разделитель. Открываем 2 флакона.
и переливаем в емкость для пульверизатора. После чего прикручиваем сам распылитель. С его помощью нужно опрыскать всю поверхность матрицы. Особенно много распылим на надпись, как на самую текстурную часть бутылки. Готово. Переходим к замешиванию силикона. Первый компонент – это силиконовая смола. Отмеряем на весах нужное количество, чтобы все сработало как следует. Нам нужно 3 килограмма. Второй компонент – отвердитель. Его нужно намного меньше. Всего 90 грамм. А замешивать все это я буду с помощью шуруповерта и венчика для теста. Перемешивать смолу и отвердитель я буду на протяжении 10 минут. Готово, силикон стал гораздо гуще. Вот теперь можно заливать. Делаем это максимально равномерно, чтобы как можно больше силикона попало на матрицу и как можно меньше стекло на пол. Распределяем силикон с помощью валика. Где не хватило, добавляем еще силикон. Я рассчитал замес таким образом, чтобы его хватило покрыть матрицу ровно в один слой. Включаем кондиционер на нагрев, чтобы силикон быстрее высыхал. Итак, спустя 8 часов он затвердел. Но естественно, таких слоев силикона нам нужно еще много. Но перед этим я бы хотел обезопасить надпись Coca-Cola, так как после силикона последует слой гипса, и чтобы они потом отделились друг от друга, поверхность должна быть менее текстурной. Поэтому я просто накрою этот участок марлей. И продолжу заливать силикон. Также я поступил и с текстурной частью крышки на бутылке. Все, спустя 2 дня мы нанесли 2 канистры силикона на матрицу, и этот этап завершен. Как я уже говорил, следующим слоем будет гипс, а армировать его мы будем с помощью марли. Раскрываем ее. И нарезаем на удобные отрезки. Таких нам нужно много. Переходим к гипсу. Скрываем мешок. И зачерпываем гипс лопаткой. Мы будем порционно вводить его в воду, постоянно перемешивая строительным венчиком. Все, гипсовый раствор готов. Берем марлю, раскрываем ее и полностью пропитываем гипсовой смесью. После чего можно покрывать силикон. Мы сделали 3 слоя, и гипс очень быстро затвердел. Теперь нужно собрать короб. Скручиваем его с помощью саморезов. Короб готов. Теперь нужно заполнить все пустое пространство внутри, чтобы форма выдержала огромную массу мармелада. Самое простое решение – использовать монтажную пену. Накручиваем пистолет на баллон. И можно заполнять короб монтажной пеной.
Мы оставили немного пустого места, так как в процессе застывания пена увеличивается в объеме. Нужно подождать сутки. На следующий день я вернулся посмотреть, и пена вроде как застыла. Правда, с правой стороны выросли какие-то кораллы. С помощью пилы избавляемся от этих наростов. Странно, пила начала вязнуть в пене. Давайте посмотрим, что там внутри. Понятно, пена еще не застыла. Похоже, для такого объема времени нужно гораздо больше. Подождав еще один день, все наконец-то застыло. Продолжаем делать то, что не получилось вчера, а именно срезать пену до уровня стенок. Вот теперь можно накрывать крышкой. Расширяясь, пена выгнула стенки, поэтому фиксировать дно мы будем плотно их прижимая. И так по всему периметру. А вот теперь можно перевернуть ящик на противоположную сторону. Выкручиваем все саморезы и снимаем уголки. А также саму крышку. Можно доставать силиконовую форму. Снизу получилась надежная поддержка из гипса и монтажной пены, которая способна выдержать большой вес. Я думаю, все должно получиться. Возвращаемся к силиконовой форме. Нам нужно снять ее с матрицы, так как это место позже займет мармелад. Благодаря разделителю силикон легко отделяется. По-моему, силикон хорошо отпечатал все детали формы. Итак, застилаем гипсовую форму пленкой, чтобы быть полностью уверенным в герметичности. И устанавливаем силиконовую форму на свое место. Она встала просто идеально. Немного силикона затекло под матрицу и образовались ненужные нам части. Их мы просто срезаем ножницами. Ну и перед контактом с продуктами форму нужно хорошенько вымыть с моющим средством. Все, возвращаемся к нашему ароматизатору. Он наконец-то настоялся 7 дней. Нужно заценить аромат. Это очень сильно напоминает аромат Кока-Колы, я бы сказал процентов на 80. Чтобы получить чистый ароматизатор, фильтровать все это будем с помощью марли. Высыпаем на нее все содержимое банки. Собираем в мешок. И начинаем выжимать глицерин с эфирными маслами. Я очень долго и тщательно выжимал, так как нам важна каждая капля натурального ароматизатора. Готово, переливаем в мерный стакан. Суммарно получилось 600 мл мощного ароматизатора. В принципе, это основная составляющая всего вкуса в нашем будущем мармеладе. Пришло время его сделать, в оригинальном 2 цвета. Поэтому нам нужно 2 горелки.
На первую устанавливаем кастрюлю для светлого мармелада, а на вторую гигантский казан для большого объема темного мармелада. Но как же нам сделать, чтобы наш мармелад тянулся как оригинальный? Это происходит за счет глюкозного сиропа, его в составе мармеладок больше всего. Мы купили очень много глюкозного сиропа. Распечатываем коробку. И вскрываем пакет с сиропом прямо над кастрюлей. Остатки легко выдавливаем рукой. А также выливаем сироп из маленьких ведерок. А вот весь оставшийся сироп отправляем в огромный казан. Это целых 64 килограмма. Следующий ингредиент – сахар. Его нам нужно тоже очень много. Вскрываем мешки. Первый мешок полностью высыпаем в казан. В кастрюлю же сахара нужно добавить меньше. Осталось добавить воду, просто для того, чтобы намочить сахар. Под казаном включаем максимально мощный огонь. А это нужно, чтобы сахар на дне слегка пригорел, появился карамельный аромат, а также нужный нам цвет. Спустя 1 час карамель начала активно кипеть. Но тут случилось самое страшное. Пена начала стремительно подниматься, и горячая карамель полилась прямо на пол. Но ничего страшного, я делал граммовки с небольшим запасом как раз на такой случай, так что для наполнения формы нам хватит. Пришло время включить горелку под кастрюлей, но не на самый мощный режим, так как нам нужно получить более светлую карамель. Сейчас одновременно варятся 2 карамели, и тут важно не перегреть, поэтому необходимо использовать термометры. Мы нагрели карамель до нужной температуры в 120 градусов. Можно выключать горелки. Карамель готова, но для превращения в мармелад в нее нужно добавить желатин. Чтобы его правильно подготовить, нам нужно 3 контейнера и 3 бутылки воды. В 2 контейнера добавляем побольше воды, а в 3 поменьше. Нам нужен целый 25-килограммовый мешок желатина. С помощью весов отмеряем нужное количество. И начинаем его всыпать в воду, постоянно перемешивая большим венчиком, чтобы не образовывались комочки. Нам нужно вмешать весь мешок в эти 3 контейнера. Все готово. Начнем с меньшего контейнера. Переносим поближе к кастрюле. И начинаем перекладывать в нее разбухший желатин. Теперь, постоянно перемешивая, его нужно растворить в горячей карамели. Это было не быстро, но спустя полчаса готово. Точно так же нужно сделать с большим объемом темного мармелада.
Мы заполнили казан по края, поэтому решили растворить весь желатин. Вдруг объем уменьшится, и мы сможем добавить оставшиеся в контейнерах. Итак, мы все растворили, но объем сильно не уменьшился. А желатина нужно добавить еще половину. Поэтому придется вычерпать лишнее из казана. Вот такого объема нам точно хватит. Добавляем остаток желатина и вмешиваем до полного растворения. Все, получился жидкий мармелад, но без вкуса. Пришло время добавить наш самодельный ароматизатор Кока-Колы. 1/3 выливаем в маленькую кастрюлю. И 2/3 в большой казан. Теперь пластинка нашего чистого кофеина. Разрезаем его на большую и меньшую часть. Сбрасываем в емкости. А балансировать сладость мы будем с помощью фосфорной кислоты. Ее добавляют в оригинальную Кока-Колу. Здесь важны граммовки. Отмеряем треть бутылки. И выливаем в светлый жидкий мармелад. А остальное выливаем в казан. После того, как мы растворили желатин в темной карамели, она стала слишком светлой. Это нужно исправить. В оригинальной Кока-Коле используется карамельный краситель E150. Мы купили точно такой же. Открываем. И немного добавим. Пора перемешивать смесь, чтобы все компоненты равномерно разошлись. Из-за ароматизатора светлый мармелад стал желтоватым. И перемешиваем темный мармелад. Последний этап перед заливкой – это удаление пены. В темном мармеладе ее особенно много. Все готово под заливку. Подвигаем форму поближе к нашим емкостям. Мы будем использовать спрей с жиром, для того, чтобы мармелад потом легко отделился от силикона. Просто распрыскиваем его на всю площадь. А для того, чтобы сделать разделение цветов в нужном нам месте, устанавливаем перегородку прямо за надписью. Начинаем заливку с темного мармелада. Как только он дотронулся до перегородки, добавляем светлый мармелад. Таким образом, мы будем постоянно балансировать уровень с двух сторон, чтобы мармелад не смешивался. Продолжаем заливать, пока не заполним форму доверха. Убираем перегородку. И, к сожалению, все смешалось. Я очень расстроился, ведь экспериментируя с маленькими объемами, все работало. Ладно, оставляем мармелад застывать. Итого, спустя целых 3 дня он наконец-то застыл. Он действительно плотный и нужной нам консистенции. Примерно как покупной мармелад. Для того, чтобы его достать, накрываем крышкой. И прикручиваем уголки со всех сторон. Переворачивать будем сразу на поддон, так как по-другому потом мы просто не поднимем этот мега-мармелад. Все, можно откручивать обратно.
Поднимаем форму. Пленка больше не нужна. И наконец-то решающий момент. Отделяем силикон от мармелада. Это успех. Надпись Кока-Колы получилась просто идеальной. А также детали типа крышки и всех складок отлично отпечатались. На изготовление этой гигантской мармеладной Кока-Колы у нас ушло целых 10 дней. Давайте сравним ее с оригиналом. К сожалению, наша кола не состоит из двух цветов, но с оригинальной надписью она даже красивее, чем оригинальная желейка. Подсчитав массу использованных продуктов, суммарный вес нашей гигантской желейной колы составил 270 килограмм. Просто посмотрите, насколько она огромная в сравнении со мной. Внутри этой сумки находится количество денег, которые мы потратили на изготовление этой гигантской колы. Суммарно $1800. А теперь отрежем кусочек и проверим, получилось ли похоже на вкус. Да, это вкусно и похоже на оригинал процентов на 80. Но тянется он точно так же. Естественно, сами мы такое количество мармелада не съедим, поэтому угостим нуждающихся детей. Упакуем в пленку для транспортировки. А чтобы переместить эту гигантскую мармеладную бутылку, придется воспользоваться гидравлической тележкой. Чтобы перевести мармелад к детям, я заказал машину с гидробортом. По-моему, они удивлены. Чтобы цивилизованно угостить детей, нам нужен стол и разделочные доски. Отрезаем небольшую часть мармелада от огромной бутылки. А чтобы его было удобно есть, нарезаем на кусочки поменьше. И раскладываем на порции. Чтобы было быстрее, мне помогали самые старшие из ребят. Готово! Можно раздавать самодельный мармелад со вкусом Кока-Колы. Судя по всему, детям понравилось. А если вы наберете на этом видео 150 тысяч лайков, то еда из следующего видео тоже отправится детям. Всем пока!